Добро пожаловать в загадочный мир Древнего Египта. Тысячи лет назад на плодородных землях, орошаемых водами реки Нил, зародилась древнеегипетская цивилизация. На этой земле на протяжении всей истории многие правители смотрели на свой народ свысока. Однако один из них был не обычным царем, а монархом, чье имя вписано в историю – Тутанхамон. Загадочная история Древнего Египта отражала спокойствие его земли, которая скрывала одну из своих величайших тайн. Готовы ли вы сегодня пойти по стопам Тутанхамона, загадочного героя этой истории? Если да, то давайте отправимся в путешествие во времени и откроем одну из величайших тайн Древнего Египта. Тутанхамон занял свое место в истории как один из самых волшебных правителей Древнего Египта. Этот царь, взошедший на трон в юном возрасте, за свою жизнь изменил судьбу не только своего царства, но и всего человечества. Но кем был Тутанхамон и почему он был так важен? Легендарное открытие Говарда Картера в 1922 году позволило обнаружить забытую гробницу Тутанхамона. Глубоко в пустыне эта погребальная камера хранила сокровища, проливающие свет на золотой век Древнего Египта. От золотой маски до драгоценностей, найденных в гробнице, эти сокровища отражали славу правления Тутанхамона и египетской цивилизации. Однако легенда о проклятии, возникшая после открытия гробницы Тутанхамона, долгие годы нагнетала страхи людей. Ряд событий, последовавших за вскрытием гробницы, заставил людей поверить, что гробница Тутанхамона проклята. Однако наука и логика доказали, что это проклятие не существует. Легендарная история Тутанхамона – это не только история правителя, но и история взлета и падения цивилизации. Взойдя на трон в юном возрасте, в то же время ему пришлось бороться с внутренними распрями в царской семье и политическими интригами. Однако короткое правление Тутанхамона также ознаменовало начало больших перемен в истории Древнего Египта. Сокровища, найденные в глубинах погребальной камеры, отражали образ жизни и верования тысячелетней давности. Эти артефакты возродили интерес человечества к искусству и культурному наследию. Однако эти утверждения не имеют под собой никакой научной основы. Идея о том, что гробница была проклята, возникла после ее открытия, когда произошло несколько неожиданных смертей. Однако установление причинно-следственной связи между этими смертями не является научным. Большинство историков и археологов заявили, что подобные утверждения являются спекуляцией и не имеют ничего общего с реальностью. Лорд Карнарвон, один из руководителей команды, обнаружившей гробницу Тутанхамона, умер вскоре после открытия гробницы от инфекции, вызванной укусом комара. Другая популярная легенда гласит, что Говард Картер передал папирус, найденный им при открытии гробницы, в подарок другу, чей дом сгорел дотла. Еще одна гласит, что египетский принц Али Камель Фахми
был убит своей женой в лондонском отеле после посещения гробницы Тутанхамона. Однако убедительных доказательств подлинности подобных утверждений нет, и они, как правило, являются домыслами. Такие легенды часто распространяются в рамках истории об открытии гробницы Тутанхамона. Гробница Тутанхамона и найденные в ней сокровища представляли огромный интерес для археологов и историков. Однако легенды, возникшие в связи с этим открытием, стали частью популярной культуры, отдалившись от реальности. Несмотря на это, смерть Тутанхамона и обнаружение его гробницы считаются одним из величайших открытий в истории Древнего Египта. В загадочном мире Древнего Египта история Тутанхамона совсем другая. Путешествие по его следам – это как открытие окна в захватывающий мир людей, когда-то населявших эти земли. Теперь, прощаясь с загадочной страной Тутанхамона, мы благодарим вас за незабываемое путешествие. До встречи на следующем пути открытий.